Массированный залп, удар американскими крылатыми ракетами по России нанесен. Крупнейший удар за всю войну. Что стало целью? Покушение на Путина сорвано. Операция ФСБ, задержание агента СБУ под прицелом резиденция президента. Кремль внезапно предложил Зеленскому сделку, вечернее обращение к Банковой и в чем Путин пошел в отказ. Военные России срочно обратились к Зеленскому. Приказ прекратить удары. Армия РФ назначила встречу. Нападение с 5 направлений. Сепаратисты дали бой войскам РФ. Удар по колоннам техники требует отступить. Где горячая точка? Казахстан начал спецоперацию, Британия хочет выдворить Машу и Медведя, а в Германии тысячи силовиков на улицах. Масштабный протест против ультраправой альтернативы для Германии. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 5 июля на календаре. Спасибо вам за поддержку и давайте начнем. Процесс запущен. В Украине определились, где будет национальный пантеон героев. Тот самый, который критикует власти Польши как место потенциального перезахоронения Бандеры. Мемориал создают на территории Киево-Печерской лавры, говорится в постановлении правительства. Разработкой концепции займется Украинский институт нацпамяти. Он также должен определить, кого из выдающихся украинцев, похороненных за границей, могут официально перезахоронить в новом пантеоне. За создание мемориала будет отвечать Минкульт. Ведомство должно учесть все правила охраны исторического наследия и ограничения использования земли в заповеднике. Также Минкульт организует конкурс на лучший архитектурный проект, к которому будут привлечены историки, архитекторы, представители власти и религиозной общины. Создание, обустройство, содержание и обеспечение функционирования пантеона в составе национального заповедника Киево-Печерская лавра будут осуществляться за счет и в пределах расходов, предусмотренных государственным бюджетом на соответствующий год. Масштабные премии за непростой контент. Украинским военным обещают доплаты за видео, на которых солдаты армии РФ уходят из жизни по своей воле. Об неординарной системе поощрений рассказал глава Минобороны Украины Федоров. По его словам, решение приняли после того, как операторы украинских БПЛА зафиксировали несколько подобных случаев на одном из участков фронта. Федоров отметил, что такие материалы помогают оценивать ситуацию на поле боя. Он также заявил, что внутренней целью украинской армии является показатель в не менее 200 ликвидированных российских военных на каждый квадратный километр. Мы решили давать дополнительные деньги подразделениям, ведущим разведку, если они будут искать такие случаи, так как их можно использовать для информационных операций, ну и вообще понимать, какая тенденция, насколько враг истощен и сколько таких случаев происходит. Кремль внезапно предложил Зеленскому сделку. На столе прекращение огня и разговор с Путиным, но на условиях России. А теперь детальнее. Москва отреагировала на приглашение Зеленского Путину приехать в Константиновку. На Банковой, напомню, накануне заявили, что если Константиновка уже российская, то пусть Путин приедет в город, намекнув на то, что населенный пункт все еще не находится под контролем РФ, и туда спокойно может приехать Зеленский. В Москве сочли такое предложение готовностью Зеленского приехать в Россию и приветствовали это решение. Но Путин пошел в отказ. В Константиновку ни ногой, уверяет Песков. Она полностью под нашим контролем, это первое. Второе, если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем, но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка. Кремль при этом накануне заявлял, что война будет продолжаться, а Медведев акцентировал внимание на последних заявлениях Путина. РФ собирается взять под свой контроль новые территории в 3 областях – Харьковской, Сумской и Днепропетровской. Официальная причина – полоса безопасности. Параллельно с этим военные РФ обратились к Зеленскому. Они предлагают прекращение огня. В Минобороны уверяют, что в Константиновке может пройти встреча. В частности, гуманитарная акция по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Это была цитата.
В этих целях предлагается с 12:00 по Москве до 18:00 по Москве 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновки, а о своем решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12:00 по Москве 5 июля 2026 года. Зеленский при этом накануне вечером провел переговоры с Трампом и после заявил, что есть реальная перспектива завершить эту войну, а решимость Америки будет иметь решающее значение. Созвонился Трамп и с Путиным. Срочный звонок между Вашингтоном и Кремлем продлился 1,5 часа в ночь на 5 июля. Инициатором стали США. Путин заявил, что готов к дипломатии, но Зеленский должен пойти на уступки и выполнить условия Кремля. Трамп же заявил, что готов содействовать завершению войны. Операция разведки Украины в Крыму. Киев заявляет об ударе по аэродрому Бельбек и потере России МиГа-29. В заявлении говорится, что удар был нанесен Департаментом беспилотных систем Главного управления разведки. Ведомство публикует видео и утверждает следующее. Одним ударом бойцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку. В момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов. Ориентировочный ущерб агрессора может составлять десятки миллионов долларов. Смотрите эксклюзивное видео поражения от мастеров ГУР. Крым – это Украина. Вооруженная борьба продолжается. Уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ. Об этом уже говорит Россия и также публикует кадры ударов ФАП-500 по территории, как заявляется, Донецкой области. Минобороны РФ пишет, что атакованы и украинские позиции в Сумской области. Но и это еще не все. Украина произвела массированный залп по территории РФ. В этом уверяет не украинская, а российская сторона. Лишь за одну ночь в эти выходные Украина запустила более 500 воздушных целей. Уже 10 крылатых ракет «Фламинго» нанесла удар американскими ракетами с помощью «Хаймарса», и все остальное — это дроны. Большая часть целей была направлена на Белгородскую область. Там уже заявили, это самый массированный удар за все время войны. Несмотря на повреждения, которые признали в Белгороде, РФ уверяет, что цели при этом сбиты и подсчитывает, насколько увеличились ответные атаки Украины. Только за прошедший июнь над российскими регионами вооруженными силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима. Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам РФ не останется без соответствующих ответных действий вооруженных сил РФ. Покушение на Путина сорвано. ФСБ заявила о задержании агента СБУ практически у резиденции лидера РФ. По версии спецслужбы, это 45-летний житель Анапы. Он собирал данные о военных и энергетических объектах Краснодарского края, а также должен был получить информацию о графиках поездок чиновников и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи и о расположении средств ПВО, чтобы после передать ВСУ, а те могли бы после нанести удары по кортежам политиков. Напомню, в Сочи находится путинская резиденция Бочаров-Ручей, вокруг которой ранее предложили создать охранную зону площадью более 3 квадратных километров. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене, суд отправил его под арест. Издание «Инсайдер» утверждает, что фигурантом дела ФСБ является электромонтер лифтов Михаил Овчинников. По данным журналистов, родственники не могли найти его более 2 месяцев после задержания, а мать связывала преследование сына с его антивоенной позицией и публикациями в соцсетях. Нападения с 5 направлений, ожесточенные бои, удары по колоннам техники и взрывы военных баз снова погрузили в хаос Мали. Радикальные группировки туарегов, сепаратистов и джихадистов одновременно атаковали стратегические центры Анефис, Гао, Агуэлок, Севары и тюрьму Кенейроба. Основной удар повстанцев пришелся на укрепрайоны, где дислоцируются правительственные силы и союзные им российские войска. Речь об африканском корпусе, который сейчас официально подчиняется Минобороны РФ. Данное подразделение пришло на смену ЧВК Вагнера, и в сети уже появились верифицированные кадры из Анефиса, где боевики на пикапах ведут плотный огонь прямо в городской черте. Правящая малийская хунта заявляет об успешном отражении штурма и контроле над обстановкой, пишет Defense Post.
Пост. Издание уточняет, что новым натиском повстанцы демонстрируют Москве и Бамако, что апрельская ликвидация министра обороны была лишь началом масштабной войны. Местный житель, с которым связалась AFP, рассказал: вооруженные группы находятся в городе, но армия все еще оказывает сопротивление. Военный лагерь там еще не пал. Северные города Анефис и Агуэлок остаются последними пунктами в регионе Кидаль, где армия Мали сохраняет свое присутствие после массированных атак 25 и 26 апреля. Напомню, в апреле этого года сепаратисты нанесли болезненный удар малийской армии и российским силам, захватив стратегический город Кидаль. Главным требованием туарегов является признание независимости или широкой автономии их исторического региона Азават. Кроме того, сепаратисты категорически настаивают на свержении правящей военной хунты и немедленном выводе с их территорий правительственных войск и российских подразделений Африканского корпуса. Лишить права голоса жителей оккупированных территорий нельзя сразу допускать к голосованию в Украине. Это заявление в интервью 24 каналу сделал экс-министр иностранных дел Кулеба. Когда Киев вернет свои территории, люди, которым 8-12 лет промывали мозги, говорит бывший министр, не могут сразу идти выбирать президента или голосовать на местных выборах. По его словам, сначала всем надо будет остыть, выдохнуть, перестроить жизнь и возобновить политический процесс на освобожденных территориях. И только потом полноценно воссоединиться со всей Украиной. Кулеба также считает, что все граждане России, переехавшие на украинские земли после 2014 года, должны покинуть их. При этом Кулеба добавляет, что украинцы остаются украинскими гражданами в любом случае, независимо от получения российских паспортов или работы на РФ. Но полностью интегрировать, реинтегрировать их за исключением права избирать местную и центральную власть. На это должен действовать мораторий на тот срок, который государство сочтет необходимым для своего нормального существования. 5-10 лет, не знаю, сколько именно это займет. Политическая перезагрузка запущена. Премьер-министр переписывает Конституцию и отправляет в отставку президента. Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр внес в парламент пакет серьезных поправок к основному закону страны, которые предусматривают кардинальную перестройку системы власти. Среди самых резонансных предложений Мадьяра – досрочное прекращение полномочий действующего президента Тамаша Шуяка, назначенного при Орбане, также ограничение работы депутатов парламента максимум 3-4-летними сроками и введение предельного возраста до 70 лет для судей Конституционного суда. Мадьяр заявил, что эти изменения станут первым шагом к созданию новой Конституции Венгрии, которую власти намерены вынести на всенародный референдум уже этой осенью. Федеральные трассы заблокированы, пути перекрыты. В город экстренно стянуты тысячи силовиков. Причина – масштабный протест в центральной части Германии, городе Эрфурт. На улице вышли более 20 тысяч человек. Они заблокировали дороги, ведущие к зданию, где ежегодно проходит съезд ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Протестующие, среди которых члены профсоюзов и левых организаций, называли себя антифашистами и требовали запретить деятельность АДГ. Некоторые из них пытались прорвать оцепление силовиков, тогда в ход пошли уже слезоточивый газ и полицейские дубинки. Съезд, тем не менее, состоялся. Для охраны мероприятия в Эрфурт стянули силовиков со всей Германии, пишут СМИ. На заседании партия вновь избрала Алис Вайдель и Тино Хрупалу сопредседателями. Со сцены лидеры АДГ высмеяли протестующих и заявили, что рассчитывают прийти к власти на региональном уровне уже после выборов в этом году. Напомню, критики обвиняют АДГ в продвижении российских идей и предупреждают, что приход партии к власти может поставить под угрозу демократический и конституционный строй Германии. Я обращаюсь к оппозиционным партиям, которые разжигают эту ненависть и подстрекают к ней, а также к тем, кто устраивает беспорядки у наших дверей. Вам нас не сломить. Наоборот, мы становимся только сильнее и продолжаем расти. Машу и Медведя пытаются выдворить из Британии. Удар Лондона по одному из самых популярных мультсериалов. В британском парламенте требуют забанить мультперсонажей, обвиняя в работе на Кремль. Более 50 британских депутатов от разных партий потребовали от правительства запретить трансляцию российского мультсериала на платформах Netflix и ITVX из-за скрытой пропаганды. Парламентарии возмутились использованием в детском шоу советской военной символики. Инициативу британцев поддержали МИД Эстонии и Украинский центр
Центр противодействия дезинформации, официально назвавший проект опасным инструментом мягкой силы Москвы. В ответ на это студия-производитель категорически отвергла любые обвинения в продвижении политических нарративов, подчеркнув свой статус независимого частного бизнеса без госсубсидий. Официальный представитель компании Мелани Бонвинича заявила, что сериал несет исключительно идеи дружбы и добра, а нападки политиков абсолютно лживы и лишены доказательств. Депутаты указывают на эпизод, где Маша предстает в головном уборе, похожем на шлем танкиста, а и в форме советского образца. В другой серии, по словам парламентариев, она носит фуражку, напоминающую головной убор советского пограничника, который исторически ассоциируется с НКВД, органом тайной полиции СССР. Депутаты подчеркивают, что это ведомство было ответственно за массовые депортации, казни и преследования десятков миллионов людей. Вся Россия – это зона повышенной опасности. Власти Германии советуют своим гражданам без острой необходимости не ездить в РФ. Предостережение опубликовали на сайте МИД ФРГ. На фоне украинских ударов по РФ ведомство расширило список опасных регионов России. И если раньше это были только приграничные области, то теперь Берлин предупреждает: угроза дроновых атак, падение обломков БПЛА существует по всей стране. Немцы назвали Москву, Санкт-Петербург и в целом Ленинградскую область зонами повышенной опасности. Особо осторожными надо быть немцам с двойным гражданством, подчеркнули в МИД Германии. Цитирую. Граждане Германии, имеющие также российское гражданство, рассматриваются российскими властями исключительно как граждане России. Это относится и к случаям возможного призыва в российские вооруженные силы. В таких ситуациях дипломатические представительства Германии в России не смогут предоставить им консульскую защиту. Казахстан начал спецоперацию и усиливает топливную блокаду. На границах страны фиксируются массовые попытки вывоза бензина. Об этом заявляют в казахстанском правительстве. Чтобы не допустить утечку дефицитного горючего, власти Казахстана усилили контроль на границе. Мобильные группы круглосуточно патрулируют приграничные трассы, проверяют все автоцистерны и бензовозы. По данным Минэнерго, за последние 2 суток на пунктах пропуска пресечено более 60 попыток вывоза ГСМ, а в целом нарушители пытались вывезти из страны больше 3 тонн бензина в баках и канистрах. Кроме того, проверены 18 бензовозов, один из них, перевозивший 34 тонны нефтепродуктов, отправлен на экспертизу. При этом власти уверяют, дефицита топлива в стране нет, НПЗ работают в штатном режиме, а запасов бензина, дизеля и авиакеросина достаточно для внутреннего рынка. На текущий момент органами государственных доходов анализируется деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мини-НПЗ, где зафиксировано аномальное увеличение объемов услуг. По данным субъектам будут проведены соответствующие проверки. В других выпусках, друзья, также много ответов на вопросы и событий. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. До встречи уже завтра.